Потому что вас отвлекли, и все, и фокус ушел. И деньги ушли, и бизнес ушел, и конкурент вас обогнал. Это работа колоссальная для живого человека. Во многих бизнесах роботы уже превзошли людей. Вы вложили кучу времени и денег в своего сотрудника. Сотруднику плевать. Это все управляемый процесс. Поможет вам зарабатывать больше денег. Максимально дешево, максимально точно, максимально эффективно. Под каждый часовой диапазон мы настраиваем своих роботов. Запрещено тратить время на рутину. И эту рутину сейчас делает наш робот. Я люблю инсайды. Давай, инсайды это все. Поехали. Let's go. Так, Петя, приветствую тебя. Давно не выходили в эфир. Сегодня у нас есть интересные новинки, поэтому давай сразу перейдем к делу и покажем нашим коллегам и друзьям, что нового мы придумали и как это поможет вам зарабатывать больше денег. Поехали. Да, добрый день, Игорь Николаевич. Сейчас я открою экран, как обычно, и хочу показать наш новый дашборд, который позволяет бизнесу, который использует нашу систему, легко сориентироваться те ценности, которые принесла система ему за последнее время. То есть на данном дашборде собственник системы сможет четко понимать, в каком состоянии в данный момент система функционирует, какие запланированные действия она делает, какие ценности она принесла и так дальше. Дашборд представляет собой сайт, веб-сайт. Собственник системы получает логин-пароль, входит в данный дашборд из системы напрямую и здесь может как центр принятия решений, да, ознакомиться, Петя, на что-то повлиять. Давай я тебя буду иногда перебивать для того, чтобы техническим я простым языком буду комментировать. То есть, по большому счету, это место, где человек, взглянув одним взглядом, понимает, насколько эффективно работает его система, насколько результативно он тратит свои деньги и свое время. Я правильно понимаю? Правильно. То есть это про эффективность, про результативность. Поехали. И я хочу как раз остановиться на каждом этапе метрик, объяснить, что они означают и чем это ценно. Значит, Поехали. Сейчас мы находимся на первой категории меню Command Center, в котором мы вывели следующие характеристики. Первая характеристика говорит о самом основном. Значит, в бизнесе появляются лиды. Система функционирует и генерит лиды. По сути, лидогенеративная функция. Как это работает на практике, я очень коротко повторюсь, потому что кто-то нас смотрел раньше, а кто-то, может, только начнет увидеть контент и не поймет, о чем речь. То есть система позволяет делать холодные звонки и обрабатывать их. То есть бизнес, в котором необходимо контактировать с клиентами. У вас есть список, например, сейчас я обсуждаю недвижимость. То есть я открыл дашборд клиента, который занимается недвижимостью. Он насобирал, где-то, возможно, купил. Давай упростим еще упростим ситуацию. Холлсейлеры или люди, которые хотят купить и перепродать дом. Они покупают списки, 1000 лидов, это еще не лиды, список из 1000 контактов. И они загружают этот список из 1000 контактов или из 3000 контактов, неважно, или из 20 тысяч контактов в нашу CRM-ку. Они его загрузили, этот список, и система начала обрабатывать. То запустила работу по списку. Да, поехали. Да. Итак. Загрузив список в CRM, робот автоматизированно начинает каждому из этого списка звонить. В результате звонков он проводит диалоги, выявляет заинтересованность в нашем предложении и в результате этих заинтересованности и незаинтересованности классифицирует, и эту классификацию приносит собственнику бизнеса как результат. Опять даю вставочку. Список может быть качественный. Имеется в виду, вы сами ручками сформировали этот список на основании того, чтобы заехали в каунте, взяли список, кто не платит, у кого штрафы за
там плохую территорию. То есть вы собираете список мотивированных клиентов, которым хотите позвонить по тем или иным критериям. Соответственно, есть список качественный, который вы ручками собрали, сформировали, а есть список, извините за выражение, очень некачественный, который вы купили где-то на Craigslist или на каком-то объявлении, образно говоря, ребята вам продают там за $700 список 3000 лидов и звоните. Соответственно, почему я делаю такой акцент? От качества списка зависит результативность. Потому что, с одной стороны, в этом списке могут быть телефоны, которых реально в жизни нет. В этом списке могут быть телефоны, которые уже не имеют никакого отношения к той или иной недвижимости. В этом списке могут быть напутанные собственники, напутанные адреса и так далее, и так далее. И наша система, кстати, достаточно быстро позволяет определить качество этого списка, потому что я, к сожалению, сталкивался не один раз с историями, когда люди говорят, что вот, я купил список, и я по нему начинаю отправлять письма. Да? Помните, есть такая система, люди отправляют конвертики или начинают писать почту. И потом, через 2-3 месяца с ужасом понимают, а никто им обратно не пишет, никто не отвлекается. То есть, что происходит? Человек еще не понимает, что, извините за выражение, список фуфло. А человек еще не понимает, что он сейчас тратит время свое и своих сотрудников на то, что не принесет ему результата. Он берет аренду, он тратит на конверты, еще что. То есть он инвестирует время и ресурсы в пустоту. И вот почему я очень люблю делать обзвоны и холодные обзвоны и с помощью нашей системы, которая позволяет 3000 контактов звонить в течение дня. Потому что в течение первых дней ты уже понимаешь по конверсии, список классный или, извините за выражение, вообще никакой. Поэтому сейчас Петя покажет, что, например, если список плюс-менее рабочий, какие показатели сразу же человеку выскакивают, и он как руководитель бизнеса, как собственник понимает, он зарабатывает или он просто тратит свое время. Пожалуйста, Петя. Да, спасибо. Действительно, когда сотрудники, живые люди будут выполнять данную работу, то мы можем усомниться в качестве и в прозрачности. Наша система позволяет делать данную работу абсолютно прозрачно. То есть робот звонит, каждый разговор записывается, фиксируется в CRM, мы его можем послушать, посмотреть и так дальше. В результате этих звонков система определяет, классифицирует и создает вам возможности в виде лидов и показывает вам на дашборде, что вот за последнее время, 30 дней, все зависит от активности, от количества списков и так дальше, вы получили 89 лидов, с них 12 горячих, 77 теплых, которые родились благодаря тому, что я совершил, эта система, я от имени робота говорю, я совершил 5991 контакт, то есть я попытался позвонить вот такое количество раз. С этого количества раз я реально поговорил с 817 контактами, людьми реальными. Представьте, что за список, мы смотрим на то, что есть, не фантазируя. Реально есть такое количество огромное попыток позвонить, и всего лишь 817 реальных людей за этими попытками взяли трубку, с которыми удалось поговорить. А в результате вот этих 817 разговоров 89 из них подтвердили свою готовность согласиться с тем, что мы предлагаем. В данном случае это wholesaler в недвижимости, который предлагает: я куплю твой дом, ты продашь его мне. Со всеми вопросами, анкетирования и так дальше. Когда все срослось, в результате данной работы абсолютно автоматизированной человек, собственник бизнеса получил 89 лидов. Как это происходило дальше? На всю работу, чтобы обзвонить 500, чтобы совершить 5991 звонок, система потратила $251. Получается, что эти звонки обошлись... Подожди, важный момент, Петя, не торопись, потому что ты в контексте, ты понимаешь. Еще раз,
ну вот у нас очень часто спрашивают: о, Игорь, так это дорого, дешево, вот обзвонить, список и так далее. Сколько стоит минута разговора, ну, звонка, да, 23 цента, окей. Ну, это дорого, это, наверное, я говорю, стой, 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 23 цента, это когда ты, вот сейчас видите, сейчас происходит обновление, идут реальные звонки. 23 цента это реальный звонок. То есть реально, когда кто-то поднял трубку, кто-то поговорил, и только после этого списалось. То есть, грубо говоря, моя система позволяет, прощупать список. То есть, смотрите, не взяла сколько? 5 тысяч, ну 6 тысяч возьмите. Звонков только 817. Порядка 14 всего лишь процентов есть первая конверсия. Соответственно, ну, вопрос к тому, где ты этот список взял, хороший он, плохой. У хоселлеров это неплохая, очень неплохая комбинация, когда 14% реально людей откликнулись, из которых, соответственно, мы видим, да, 800 и 89, порядка там 11%, это лид, горячий, теплый лид, дальше мы посмотрим по классификации, где человек говорит: да, окей, я готов обсуждать с тобой продажу. Да, в чем фишка холодных звонков? Обратите внимание, когда вы прозваниваете объявление на Zillow, да, или там Redfin, неважно где, это не холодный звонок с точки зрения чистоты эксперимента, это человек уже принял решение продавать свой дом. И вы точно не первый, и даже не 25-й, кто ему позвонил, и там уже в 90% случаев есть агент, который говорит: ребята, все замечательно, только через меня, комиссию мне заплатите. И это не то, что вы ищете, когда вы хотите, ну, многие же прошли курсы, разобрались, понимают, и типа надо искать и звонить людей, которые не собираются продавать. Правильно. То есть мы сейчас вам показываем эффективность, реальную эффективность, когда вы взяли список и обзваниваете людей, которых нет на он-маркете. То есть они не продают свои дома. Они живут своей жизнью. Они занимаются своими делами. Ну, вы просто понимаете, что эти люди попали в те или иные жизненные ситуации, у них или появились долги, или вам показалось, что они находятся в той ситуации, когда вы сможете у них купить максимально эффективно, имеется в виду со скидкой, этот дом. И получается, что 10% из людей, которые сказали, что да, я здесь живой, и я действительно, я не собирался, но, наверное, продам, приезжай на кухню, поговорим, это очень неплохо. Если это выборка по количеству звонков, там сколько, 6 тысяч, и 6 тысяч звонков вы можете сделать в течение 2 дней, за 2 дня 89 лидов, ну кто скажет, что это нехорошо? Да, это хорошо, это надо принимать во внимание как факт. Идем дальше, Петя, пожалуйста. Спасибо. Дальше у нас отображается очередь, то есть в данный момент сколько у нас звонков в системе. Извини, тут же основная была идея, извините, это я уже соскочил. То есть и мы говорили о том, что 251 доллар человек потратил, по большому счету, обработав 6 тысяч контактов, вот они, 5990, вот, да, ну это несущественная цифра. Это вообще несущественная цифра. Или же, давайте по-другому посмотрим, 500, то есть 251 доллар, Петя, 251 доллар человек потратил на 89 лидов. Мы все с вами прекрасно понимаем, сколько стоит лид, где ты говоришь, ну, ты же квалифицируешь его, ты говоришь: вот есть адрес, он находится в этой эрии, этот человек назначил встречу, и мой специалист едет на то, чтобы оценить и с ним поторговаться. Вот это является лид для нас, для меня конкретно. Это человек, который не на он-маркете по звонку согласился принять моего эксперта, который оценит состояние дома, и уже можно делать ему коммерческое предложение. Я уверен на 100%, что это 89 лидов не стоит 251 доллар. Люди тратят сотни, иногда десятки тысяч долларов для того, чтобы получить такой результат. Поэтому я считаю, очень даже неплохо, исходя из этого говносписка. Извините за выражение. Идем дальше. Дальше мы видим метрики, которые отображают то, как система обрабатывает эти лиды. То есть мы видели, что система делала контакты в виде звонков,
но не всем она дозвонилась. Она дозвонилась 817 людям, которые реально взяли трубку, с которыми реально о чем-то говорили. А дальше мы видим, что работает система фоллоуапов, которая говорит нам: я запланировал 3166 касаний с этим списком, чтобы попытаться всем контактам донести наш маркетинг. 105 смс я хочу отправить и 3065 звонков, повторных звонков совершить. Как это происходит? Происходит попытка дозвона. Человек отбил, не взял трубку, включился в voicemail. Разные ситуации, когда даже живой менеджер, коллер, который будет звонить, он пытается дозвониться, не дозвонился, пошел дальше по списку звонить. Наша система, она не просто там не дозвонилась, пошла дальше. Она планирует с этим контактом повторные касания, чтобы все-таки добить каждый контакт из вашего списка и действительно обработать его качественно. Качественно — это каждому достучаться и получить от него ответ. Не сегодня, так завтра, через неделю, месяц. Система планирует с ним в длинную эти касания. Например, человек даже взял трубку, но он взял трубку со словами: знаете, перезвоните мне вечером, я сейчас на работе, занят, сейчас не звоните. Система услышала, запланировала с ним follow-up, у нас это называется callbacks, значит, перезвонит ему в то время, которое озвучено в разговоре. Кстати, Петя, это, кстати, очень важное дополнение, которого не было раньше и которое мы реализовали на базе запросов наших клиентов. Сплошь и рядом. И было обидно, действительно, там человек на крышу что-то делает, или человек в машине едет, или человек просто занят, неважно, чем он занимается. В чем фишка? Фишка состоит в том, что даже живой, скажем так, менеджер, который обзванивает, он может забыть позвонить именно в это время. То есть позвонить на 2 часа позже, на 30 минут раньше. Ну, бывает, нахлесты какие-то. В одно и то же время 2 клиента попросили перезвонить, 5 клиентов перезвонить. Робот, ему фиолетово. То есть 20 клиентов в одно время, 20 звонков в одно время разным клиентам пойдут. И в чем фишка? Наш робот в разговоре фиксирует в календаре, когда будет звонок. И этот календарь актуализируется, и, соответственно, собственнику этой системы, ну, мы построили там канал, удобный канал, ну, не то что связи, а мониторинга на Telegram-канал. И собственнику этой системы в Telegram-канал прилетает смс-ка: запланирован повторный звонок. То есть человек сказал: перезвони мне. Это не холодный звонок, это повторный звонок. И собственник может просто наблюдать, что будет повторный звонок, и будет робот прорабатывать. Или же, если у него есть чуть-чуть настроение там и время и так далее, он может остановить в системе звонок повторный со стороны робота и сам позвонить и сказать привет и так далее. Более того, это архиважный момент. Тоже над этим работали и сделали. Второй повторный звонок, он по тексту и по контексту будет отличаться. То есть наши роботы определяют, что это второй разговор. У них в памяти есть уже первый маленький, короткий разговор. Извини, я занят, перезвони мне через 15 минут. Звонок повторный нашего робота будет естественный. Он будет начинаться: привет, я тебе перезваниваю, как ты и попросил, через 30 минут. Не будет вот этого, как, вообще очень глупо, там, как будто с белого листа: привет, и там маркетинг на 30 секунд. Нет, ты просил перезвонить через 30 минут, я перезваниваю тебе через 30 минут. И вот, когда мы этого добились, конверсия просто улетела в космос, потому что, все понимают, что друг друга ценят время, и он сразу же в контексте разговора. Или перезвони мне через 2 дня, я с женой посоветуюсь. Он это голосом сказал, робот запомнил, что он... И он начинает: привет, как вам удалось с женой посоветоваться? И человек даже забыл. И ему звонок, и он уже понимает: точно, да, я посоветовался, все, спасибо. То есть робот плавно вкатывает клиента в предстоящий разговор. Пожалуйста, Петя. Да, у нас множество обновлений, которые реально шагнули вперед
Если мы раньше рассказывали и имели функционал, что мы не дозвонились и система отправит ему смс-ку, я пытался тебе дозвониться, и как бы это считалось достаточно, то теперь робот будет реально с ним планировать 10 касаний в разных форматах. Есть у меня номер, я ему попробую 3 раза позвонить, написать ему разные смс-ки с агрессивным и менее лайтовым форматом, написать ему email при наличии, потом простучать его всеми каналами коммуникации и сделать это в растяжке по времени и с разными контекстами, чтобы попытаться от человека получить все-таки его ответ и конвертировать каждую позицию из списка в ответ и понимание, что собой представляет данный список. Окей, дальше идем. На данной странице мы видим практически все метрики, которые важны на этапе формирования лида. А я перехожу Я бы так сказал. На данной странице мы оставили те метрики, которые считаем, что они важны. Но количество этих метрик просто бесконечное. И мы уже методом, из практики понимали, какую лучше метрику оставить, какую метрику убрать. То есть наша система позволяет эти метрики выводить те, которые вам нужны. Вплоть до того, сколько у вас менеджеров работает, кто из них самый эффективный, у кого больше звонков, у кого больше смс-ок. Имеется в виду, есть работа менеджеров, есть работа роботов. И вы можете прямо выводить робот Вася или менеджер Петя. То есть человек и робот. И там бесконечное количество. Сколько звонков в день, сколько закрытых сделок, сколько на этапе переговоров, сколько непринятых звонков по какой-то причине, сколько отбитых и так далее, и так далее. Все это есть. Дальше. Не сказал даже, что мы сейчас видим любой лид, можем перейти сразу в CRM, вот я кликнул на запланированную какую-то смс-ку в лиде и вижу, что у меня есть лид, у которого запланированы действия, и он прямо в CRM-ке находится со всеми исходными. Когда звонили... Можешь пройти легкую историю. Был звонок, потом появилась смс-ка, потом это сам пролистай. Мы не готовили прямо. Сейчас захочу какой-то более свежий, вот самый. Давай. Вот, например, смс-ка перед глазами. Я любой рандомный лид. 3 дня назад ему попытались дозвониться. Смотрим, попали на voicemail. В результате этого voicemail мы, мы не дозвонились, значит, надиктовали ему голосом через... Сейчас ключевая фраза. Позвонили. Робот определил, что это voicemail. То есть он и начал с ним рассказывать про всю боль всех народов и так далее. И маркетинг ему не впихивать. Он четко определил, что это... voicemail, и он ему коротко дал ту информацию, которую нужно давать. То есть он понимает, когда он говорит с автоответчиком, а когда он говорит с живым человеком. Важное дополнение. Дальше. Вот смотрите реально по контексту. Мы говорим алло, нам отвечают please leave message for, то есть дайте свое голосовое. Робот не растерялся, сразу не стал с ним говорить как с живым человеком с этим голосом, а поговорил с ним: привет, меня зовут Дженнифер, я звоню тебе по поводу property, говорит, какого адреса, на такой-то улице, перезвони мне, пожалуйста, лично на такой номер, дважды его повторяет, записал короткое голосовое с контекстом, зачем звонил, куда перезвонить. Надиктовал. В системе результат звонка зафиксировался, voicemail, то есть определение. Дальше робот планирует, я ему должен еще раз позвонить. Тут идет задержка. Если человек отреагирует, конечно, это наступит раньше, и робот с ним поговорит на входящей линии. Если нет, он ему еще раз звонит. Видите, 1 из 3 контакт. Потом 2 из 3. То есть он ему пытается несколько раз дозвониться, то, о чем я говорил, плановые вот эти дозвоны. Опять voicemail, опять мы не можем дозвониться. В итоге система понимает, я ему не могу дозвониться, давай я буду ему писать смс-ки. И пишет: привет, я тебе оставил голосовое сообщение по поводу адреса такого-то, перезвони, пожалуйста, на такой-то номер, обсудим. Да. И дальше цепочка и этих смс-ок. То есть и цепочка повторных дозвонов, цепочка реальных смс-ок. Третья попытка. Важный момент. Вы можете самостоятельно эту логику прописывать роботу. Можете говорить ему звони ему бесконечно или звони только один раз.
Или там не звони после первого там формата такого-такого, отправляй только смс. Или еще какие-то варианты. То есть это программируется. Подал. Дальше. Да, но это работа колоссальная для живого человека. Представьте, есть контакт, его либо выбросить с первым voicemail, либо его долбить. И долбить его эффективно с тем, что у него есть. У него есть только номер. Был бы email, чтобы email. Писали ему неоднократно, звонили неоднократно писали. В итоге потратили ваших денег 0. Ну, чтобы вы понимали, 1 цент. Кстати, Петя, классно сейчас только что обратил внимание. Реально 1 цент потрачен. Несколько дней долбили, бомбили этого потенциального клиента, ничего не потратили, потому что голосового не было, ничего не было, там смс-ка 0,01 цент стоит, а реально ты уже понимаешь, а представь, сколько бы ты потратил. Потратить свои силы, вот это все, создать активность такую, запомнить, что я ему вчера звонил, завтра надо ему еще раз набрать, а таких тысячи, десятки тысяч контактов, каждый этот контакт надо где-то держать. И наш робот это делает параллельно, то есть он таких клиентов, вот 1000 в системе, и он всем одновременно, то есть представляете, какое количество, что в нашей жизни самое ценное. Когда я был маленький, я думал, самое ценное это деньги, потом подрос, я понял, что это время. А когда сейчас я вот разговариваю, общаюсь, я понимаю, что даже не время, а фокус внимания ценен. И когда ты бизнесмен, и ты понимаешь, что это рутина, просто сейчас запрещено менеджеру или человеку, который принимает решения, или человек, который называется бизнесменом, не говоря уже о каком-то серьезном предпринимателе, запрещено тратить время на рутину. И эту рутину сейчас делает наш робот. Правильно, Петя? Да, причем это делает максимально дешево, максимально точно, максимально эффективно. И здесь, пожалуйста, тут может быть человек, который продает или не продает недвижимость. Это может быть человек, который интересуется каким-то другим товаром. Это ваш контакт, салон красоты. Это ваша система по продаже там пирожков, пряников, воды и так далее, и так далее. Абсолютно все равно. Робот работает как на исходящих, так и на входящих. Робот понимает контекст, и ты дал рекламу, и принимаешь лиды. Отлично. Точно так же робот подхватит, поговорит, запишет и договорится. Как у нас реализовано в автосалонах. Когда человек дал объявление, вы знаете, да, как бизнес в автосалонах строится. Мало того, что у тебя есть площадка, ты еще даешь на 15 маркетплейсов объявления. И тебе начинают писать одновременно с одного, со второго, с третьего. Я утрирую, конечно, но тем не менее. И это раньше делали люди. Сейчас это делает робот. Человек проснулся ночью или вечером в 11 p.m. все, уже лег спать, машинку себе выберу и так далее. Он только ткнул, ему же или смс, или звонок, в зависимости от того, как вы настроили эту систему. То есть это можно использовать абсолютно в любых бизнесах, абсолютно в любых нишах. И мой вам совет: постоянно любой свой бизнес раскладывайте на бизнес-процессы. Нарезай, не понимает, я расскажу, объясню, покажу. И если у вас нету в бизнес-процессе то, что можно автоматизировать, значит вы или не до конца разобрались в этом бизнес-процессе, или я не знаю, в каком веке вы живете, потому что вы не цените свое время. Ваше время и ваш фокус, потому что вас отвлекли, и все, и фокус ушел, и деньги ушли, и бизнес ушел, и конкурент вас обогнал. Поэтому рутина равно робот. Точка. Дальше вам скажу. Я сейчас начинаю собирать статистику, и я могу сказать, что во многих бизнесах роботы уже превзошли людей, они более качественно закрывают сделки, они более качественно разговаривают, они держат в голове то, что среднестатистический человек считает неважным, считает ненужным и просто забывает. Собственник, да, вы написали скрипт, вы написали идеальную картину, как нужно продавать или покупать, неважно. Вы вложили кучу времени и денег в своего сотрудника. Сотруднику плевать по какой-то причине. И вы об этом узнаете только через какой-то промежуток времени. Вы представляете, что происходит? У вас есть идеальная картина. Под эту идеальную картину
Вы взяли деньги в кредит, вы инвестировали свое время, вы инвестировали свою жизнь. И кому-то на каком-то участке доверили. Доверили и не получили обратного результата, того, который ожидаете. Вы 100% дали, 100% хотите получить. Ладно, 99, пусть будет там элемент какой-то, 90, но не 20 же процентов. И робот никогда этого не допустит. Человек допускает, да, когда он работает в вашей системе, в нашей системе, мы все пишем, все голосовые сообщения, мы проверяем, мы сверяем качество звонков, мы смотрим, отклонился он от стандарта или не отклонился от стандарта. Это фантастика. И вы тогда усиливаете, вообще мое правило в бизнесе, усиливай сильное. Вы усиливаете сильное, сильного менеджера, сильную идею, сильный проект. И не тратите свое драгоценное время на то, что вам не нужно. Просто шлак, просто в сторону. Идете дальше. Петя, поехали. Спасибо. Переключаюсь на следующий слайд, так назовем, на следующую страницу, которая дает больше метрик, больше понимания собственнику бизнеса о том, что реально происходит, как это в разных плоскостях измеряется. Потому что на первой странице мы основную ценность видим, но здесь мы можем смотреть глазами такими, знаете, насколько все хорошо, насколько все плохо, насколько эффективно и так дальше. Поэтому я пройдусь по этим метрикам. Ты разным масштабом смотришь на разные ситуации. Да. Мы под разными выборками по дням, по промежуткам времени можем понимать следующее. Сколько создано звонков? Вот на данный момент система 6000 звонков совершила. Звонков, попыток соединения. Reach rate, то есть сколько из попыток соединений у меня получилось скоммуницировать. То есть где-то был контакт хотя бы на 1 секунду с той стороны. То есть мы говорим о телефонии, когда мы звоним, а на наш звонок как-то отвечает в разных форматах. 58% из попыток позвонить на наш звонок откликнулись. Conversation 820. Что имеется в виду, когда вы видите 3472 и 820? Что 820 разговоров, где живой человек поговорил, остальная часть это voicemail. Видите, 2652 звонка из 6000 это там, где трубку поднял голосовой ассистент. Неважно, это обычная голосовая почта, навороченная голосовая почта, какие-то там сценарии, которые не взял живой человек трубку, поговорил с нами, а как-то автоответчик сработал. Таких автоответчиков 2652 автоматически определились. Это тоже говорит о списке, о тенденциях, о разном. Но вы, как в собственных бизнесах, понимаете, что собой представляет ваш список лидов. Неважно, эти лиды пришли, вы их загрузили откуда-то, или, как мы говорим с вами, лиды приходят с других источников, там, с ваших сайтов, с ваших каких-то рекламных, возможно, вы листовки, ну, это куча разных сценариев, когда лид попал в вашу CRM. Сейчас, секунду. Я правильно, Петя, я правильно понимаю, что наша CRM-ка четко маркирует канал, по которому пришел лид. И, соответственно, по результатам работы там, месяца, недели, собственник понимает, ага, больше всего лидов пришло через Marketplace, например, через Facebook, через там, листовки, Direct Mail и так далее. Я правильно понимаю, что как раз этот дашборд и позволяет увидеть, где у него максимальная эффективность? Ну, каждый эффективность считает по-разному. Там, на единицу денег, на единицу времени, на единицу человеческого ресурса и так далее. Ну, как минимум, ты это всегда можешь определить. Я правильно понимаю? Да, я хочу сейчас быстренько перескочить. Например, у меня есть клиент, у которого множество разных источников, о которых вы сейчас говорили. То есть это внешние лиды заходят. Смотрите, lead source. Он, владелец бизнеса понимает, у меня откуда сколько лидов пришло с разных категорий. То есть это автодилер, у которого, я сейчас не пронумеровано, не понимаю, тут, ну, наверное, 15-20 штук внешних источников, где размещены его автомобили. Он понимает, какой источник дал сколько конверсий за последнее время.
И мало того, сколько каких источников превращается в продажу. Ну, не в продажу, а в договоренность, что я приду, посмотрю автомобиль, возможно, куплю. Но это теплый, горячий лид в данной нише бизнеса. Также это конвертируется в любом другом. Но сейчас просто, когда вы говорили о том, что вы можете четко понимать, сколько, какая... То есть вы разослали листовки, вы дали рекламу на Facebook. С какой эффективностью все вернулось. Верно, да. Как там все сросло. Поэтому вот такой дашборд, такие метрики вы видите. Я сейчас вернусь быстро обратно на недвижимость, потому что там, как правило, со списками списки сами приносят, да, поэтому там чуть по-другому логика работает. Но может быть по-разному. Дальше я говорю пройдусь по метрикам, которые я уже рассказывал, что сейчас вернусь помесячно. 820 звонков, 2652 voicemail, заинтересованных из этих всей активности 88 лидов. На это потрачено $254. Мы смотрим, как это отражается в телефонии, как она работает на самом деле. В удобном графике мы видим, что реально мы скоммуницировали с 3472 из общего количества 6000. Из них 820 разговоров, 6000 с чем-то voicemail'ов. Значит, не ответила 1701 лид, который не включился в voicemail, а просто не взяли трубку, да. Это рабочий телефон, живая сим-карта. Я звоню ему, а он не настроил голосовую почту, сам не ответил. Телефон может там в кабинете, он на совещании. Может на беззвучном не слышит, может в автомобиле, разные сценарии. Может нас отбил даже, не начался разговор, он сразу отбил, и голосовая почта, нету voicemail. В таких случаях наша система определяет, так, это номер живой, он требует повторной коммуникации, я ему маркетинг не смог донести на voicemail, допустим, записать и дальше планировать, но ему есть смысл еще звонить. Вот 28% из общего количества лидов, мне надо еще раз их простукивать. То есть, грубо говоря, после первого касания робот не выбрасывает это все на мусорку, а анализирует, почему был не успешный звонок, и в зависимости от того, что произошло, принимает дальнейшую стратегию, принимает решение о дальнейшей стратегии, звонить еще раз или писать смс или каким-то другим способом коммуницировать. Я правильно понимаю? Абсолютно верно. И обратите внимание, что есть 14% общего количества, 855 сейчас у нас количество. Это 100% номера в вашем списке, которые не действительны, они не обслуживаются оператором, им нет смысла ни писать смс-ки, ни повторно на них тратить, я назову это серверные мощности сотрудника, даже виртуального, я не говорю уже о живом человеке. 14%, Петя, это достаточно колоссальная цифра. Да, 14% из списка. Вы пошли, представьте, недвижимости хостелеры поймут, он купил список в 10 тысяч. У него 1400 контактов в этом списке, у которых 1400 номеров, которых он купил. Просто мусор, он за них заплатил по количеству. А он же туда и конвертик отправит, и заплатит. Он с ними сделает кучу действий. Он наймет сотрудника, 4 сотрудника, чтобы ему 10 тысяч лидов обзвонили. Они туда звонят, долбят, мучаются. Это все... Давай, понятно. Короче, ребята, вы можете 14% своей эффективности просто выбросить в мусор только для того, чтобы убедиться, что это мусор. Да, еще один момент, это касается антиспам-системы. Представьте, когда вы, не понимая, отправляете свой маркетинг по смс-ке, понимая, не дозвонился, скину смс-ку. По барабану, с какого вы будете работать канала коммуникации. Имеется в виду не то, что с какой телефонии, это будет там, возможно, Twilio, возможно, IP-телефония, куча разных телефонов и существует, и систем для телефонии, но вы CRM, вы это будете пытаться закидывать туда смс-ки, я не дозвонился, и вы, допустим, 10 тысяч лидов, вы 1400 лидам скинете смс-ку, потому что я туда не дозвонился. Если вы это сделаете, оператор связи, национальный этот верификатор, он вам пришлет письмо счастья, да, он забанит вашу систему за то, что вы
написали смс-ки на недействительные номера с кодом обратной связи, что это ошибка. Да, к сожалению, это факт, и мы не сразу знали, как только начали заниматься этим вопросом, мы об этом разобрались пару лет назад, что национальный оператор ругается не только, когда там тебе пишут, что типа не звони мне, не пиши, что это за спам и так далее. А он считает проценты эффективности. И вот смотрите, гарантированные 14%, Петя там помаши мышкой, 14% в вашем списке – это стопроцентная гарантия, что если вы всем разошлете, это стопроцентная гарантия, что вы попадете в банк. Почему? 14% сразу, плюс как минимум половина из этих ребят напишет... Нет ответов. Или нет ответов, или еще... Половина не ответов, еще часть стоп, не спам меня. Это да. все вот смотрите, 28 плюс 14 уже цифра. И то, что мы сейчас уже из опыта говорим. Поэтому внимание, еще раз внимание. Вы должны четко понимать причинно-следственные связи. Вы купили список, загрузили в систему и получили банк. Не, я видел, даже удивлен. В 2026 году многие ребята... Кстати, многие, кто курсы продает по обучению, показывают, что вот я систему открыл, и вот я загружаю 50 почт, 50 писем в почту, и вот смотрите, как это все автоматически происходит. Ребята, камон, 26-й год, какой это бред, вы представляете, на 50 почт в день, сколько вы денег тратите, и всего лишь 50. А почему 50, спрашиваю? Потому что там бан, они обходят и так далее. Да, есть продвинутые, которые не имеют вообще ограничений. Есть ограничения там 3000, 5000 и так далее. Но вы должны четко понимать, что будет через месяц этой работы. Получите вы деньги, получите вы бан на свою... Вы, кстати, банк можете получить на свою почту, на свою телефонию и на свою компанию в этой телефонии. И приходится регистрировать новую компанию. Это болезненно в других форматах. Да, именно юридическое лицо, не компанию маркетинговую, нет, а именно юридическое лицо для того, чтобы и там 90%, я сейчас быстренько зарегистрирую на одного собственника и так далее. Когда корпорация, ты там пропетлял чуть-чуть, когда один собственник опять светится, то у нас был случай. Человека на второй раз тоже забанили, говорят, дружище, так ты зарегистрировал, и что происходит? Ты же регистрируешь уже свежую компанию. Ты регистрируешь компании, которые только там неделя-две, и оператор видит это. Дальше, больше. Вы же помните о том, что для того, чтобы делать телемаркетинг правильный, нужна привязка к сайту. Почему нужна привязка к сайту? А для того, чтобы правильно ответить на вопрос. Самый главный, который интересует проверяющих в этих национальных операторов. Они задают один простой вопрос. Дружище, а где ты взял контакты, по которым ты собираешься делать рассылку? Вот вроде бы банальный вопрос, а он самый главный. И, конечно же, если ты скажешь, я скачал его из Property Radar, я вытащил его из Zillow, или я вытащил его откуда-то, или купил у товарищей наших непонятно каких, или китайцев, или индусов за там, $700, 3000 лидов, тебе сразу скажут, извини, дружище, мы тебя не допускаем до телемаркетинга, это они так квалифицируют, потому что и двоеточие. Поэтому это надо думать и еще раз думать. И, знаете, есть возможность с кем-то проконсультироваться, не поленись, проконсультируйся, это бесплатно. Но цени свое время, цени свой фокус внимания. Петя, идем дальше, чтобы не распыляться по древу. Да. Таким образом, наша система автоматически определяет данные категории и не делает с ними тех касаний, которые могут привести к нежелательным эффектам, таких как бан, таких как сложности с отбеливанием вашего лица. Потому что, чтобы бизнес работал стабильно и не один неделю, месяц, а годами эффективно доносил ваш маркетинг, тут либо делать руками медленно, либо постоянно регистрировать новые компании, либо работать на нашей системе, которая реально умеет обходить вот эти проблемы. Красивая маркетинговая подводка, 5, красавчик. Это правда, поэтому я гордо об этом говорю, потому что реально шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком мы эти углы срезали, чтобы это реально работало и ехала машина. Отлично, Петя, продолжаем, супер.
Мне очень Дальше нравится. видим по дням ту же разбивку, только мы каждый день знаем статистику. Наводим мышкой, понимаем, где какие цифры. Не буду останавливаться. Значит, видим conversation, что у нас 820 звонков, в которых мы дозвонились. Система обязана каждый разговор классифицировать. То есть на каждый разговор принять решение, что мне этот разговор, коммуникация дала. И здесь мы видим, что 12 из разговоров это прям горячие, надо прям с ними работать. 76 тоже готовы продать, ну если это о недвижимости, готовы продать свой дом, там по цене сомневаются, где-то рассматривают еще предложения, но в любом случае мы выявили теплый лид. Выявили заинтересованность, теперь с этой заинтересованностью нужно поработать. Да. Что вы вложите в смыслы горячего или теплого лида, это уже дело настроек. В данном случае холодный лид у нас это лиды, которые, ну, в данном бизнесе, который я сейчас демонстрирую, на примере недвижимости, это лид, который ответил нет, я не заинтересован продать свой дом, и пока меня не беспокойте по этому вопросу. Также есть 458 реальных разговоров, в которых сказали, мне надо посоветоваться с женой, я пока не могу вам сказать. То есть система реально их в пендинг загоняет и с ними делает касание, ну что ты там решил. Например, это движение по наследству. У тебя есть список, ты его обзвонил, а там часть лидов тебе ответила, я пока судебные там эти проходят дела, я с юристом, мы когда закончим через 4 месяца дело, вот тогда я буду готов обсудить продажу, а может и не готов, звоните мне через там 3 месяца, летом, а сейчас весна. И система фиксирует с ним, напоминает ему, держит в памяти, ему с контекстом придет через определенное время, максимально первой во всей цепочке этой, правильно придет к нему с памятью о том, что ну что, ты уже закончил свои вот эти вот дела, готов ответить, принять решение, будешь продавать свой дом? Ну вот насколько в перспективе вперед может мыслить система как единый организм. Поэтому ни один контакт, он не затеряется, и вам не надо вручную каждого раскладывать по полочкам, а эти полочки автоматически все раскладываются, и вы их всегда мониторите на дашборде. Супер. Также, откуда пришли лиды, в данном случае мы сейчас видим, как это списки переносят, не буду здесь останавливаться, я вам показывал чуть раньше, как в автодилера залетают лиды с реальных источников. Также есть хронометраж, дашборд, который показывает по холодным лидам, то есть вы видели, 274 лида ответили, что они не хотят продать свой дом. Возможно, они не в таком контексте это отвечали, но мы им звонили, они подняли трубку и как-то с нами поговорили. Но мы хотим понимать в этом списке или вообще тенденция, как люди себя ведут. И смотрите, какая разбивка. Есть not interested, да, я не хочу продавать свой дом. А есть, который отвечает, откуда ты взял мой номер? Ну, он вообще не хочет даже дом обсуждать, он просто говорит, откуда взял мой номер, удали из списка, больше мне не звони, я тебя там чуть не, угрожает или как-то реально обозначает, что не беспокой меня больше. Также человек говорит, поднял трубку, с другой стороны собеседник реально живой, с тобой общается, но он тебе отвечает, какую ты говоришь недвижимость? Ты опять называешь ему адресом. Да я впервые слышу этот адрес. Или второй сценарий еще. Привет, Стив. Я не Стив, меня зовут там Дэвид. И этот... Кстати, такие сценарии очень часто, когда мы обзваниваем наследство. Это отдельная категория списков, они достаточно сложные. Почему? Потому что вы, когда берете эти списки, там обычно за одним адресом порядка 10 телефонов.
И там есть и телефоны и нотариусов, и юристов, и непонятно кого, и всех, кто там были зарегистрированы в этом доме, ну, наследство оформляют. И очень часто такие звонки как раз проходят в начале. Мы их пропускали, что ты мне звонишь. А потом мы научили робота квалифицировать, когда он говорит, вы Стив, да? А мы звоним там Майку. А Майка знаете? Он говорит, да, Майк это мой брат, там та-та-та-та-та и так далее. Или, то есть в результате разговора вот вроде бы холодный лид превращается в теплый, потому что система неправильно указала имя, но в разговоре мы настроили робота так, что он не просто по скрипту, он беседует, уточняет, там, муж умер, извините, примите соболезнования и так далее, и так далее. Вот. И люди делятся информацией. И для нас вначале это было удивительно, а потом поняли, что, ну, слушайте, надо каждому человеку, каждой ситуации подводить ту или иную комфортную среду. Петя, и вот ты правильно говоришь, качество списка. Вот, например, Property Radar, да, мы с вами смотрим. 26 плюс 24, 50 плюс 50, 90. Да, из 90 контактов 24, ну, вы понимаете, да, то есть это более 20% людей, которых просто ошибочные номера. Поэтому я считаю, что вы должны всегда это в голове держать. И не бывает идеальных списков. И все публичные списки, они, конечно, с той или иной проблематикой. Поэтому список и еще раз список, который вы загружаете в систему или по которому вы работаете, это самая главная болевая точка, с чего вы начинаете и чем вы заканчиваете. Поехали дальше. Дальше мы видим последний на данной странице метрику, которая показывает, в какие часы самый эффективный режим обзвона. То есть, когда люди максимально... инсайды, давай, я люблю инсайды, давай. Инсайды это все, поехали. Когда берут трубку эффективно, то есть видим, что в 10... Ну, опять же, вы можете настроить систему, хоть звони с 7 утра, хоть с 9, пиши смс-ки ночью, а звони... Ну, как угодно, это все управляемый процесс. В данном случае мы знаем, что данный бизнес с 10 до 8 вечера звонит. Подожди, Петь, важный момент. Мы своих роботов можем настроить под ваш часовой диапазон, так как вы хотите работать. Очень часто у ребят есть клиенты во Флориде, есть клиенты в Техасе, есть клиенты, разные часовые пояса, да, есть клиенты в Калифорнии и так далее. Под каждый часовой диапазон мы настраиваем своих роботов, и роботы, исходя из инструкций, которые мы им дали, они начинают обрабатывать список и заканчивают обрабатывать список. То есть вы, грубо говоря, загрузили 3000 список, есть 3000 контактов. Вот он обзвонил ровно столько, сколько вы ему сказали в этот временной диапазон, с той частотой, которую вы поставили там, ну, периодичность, например, я переключусь сейчас на страничку. 10 секунд, например, или 20 секунд, неважно. И вот это рабочее место, это ваш центр управления полета. И робот ни за что не сделает звонок после там 9 часов вечера, как вы захотели, и не начнет звонить ранее 7 утра. Или наоборот, сделать так, как вы скажете. Причем он будет привязываться к часовому диапазону не там, где вы сидите, и где вы работаете, а туда, куда вы стреляете, там, где вы обзваниваете. Поехали, Петь. Верно. И с какой частотой, скоростью это будет выполнено, вы можете понимать. Настраивать. Ну, это, опять же, забегая вперед, это я уже в зависимости от, как долго вы работаете на рынке, насколько телеметрия привыкла на вас там так или иначе смотреть. То есть, если вы долгий, качественный клиент, обзваниваете, и у вас обзвон, эффективность хорошая, то есть мы можем сужать эту периодичность. Если вы только выходите на рынок, мы ставим максимально, ну, там, 2 минуты между звонками, чтобы не перегружать ваши показатели для телевышек и так далее. Но, опять же, это из практики. Итак, Петя, когда лучше всего звонить? Ну, видим, что утром начало 10 это гарантированно. Мышкой покрути, пожалуйста. Активность более темная. И в обеднее время, когда люди на ланчах, да, скорее всего, они освободились и немножко уже могут отвлечься на звонки, перезвонить или взять трубку. Ну, еще и по дням недели, пятница после обеда вообще то, что надо, да? Пятница
после обеда. Ну вот я или в смотрю, обед. пятница 13, 14 и так далее, и так далее. Окей, хорошо. Да. Так, перехожу на следующий, на следующую нашу категорию дашборда. Это leads, который отображает total лидов по всем категориям. То есть мы знаем, что у нас 364 лида, которые всех. Из них горячих 12, теплых 76 и холодных 276. Хорошо. Вот, поэтому все лиды мы видим по разбивке в количестве, по категориям. Ну и внутрь сколько можно зайти фуллапов. посмотреть, окей. Да, в каждый лид можно зайти посмотреть, какие активности еще с каждым лидом планируется, также перейти и отменить какую-то активность, если вы считаете, что она не нужна, и так дальше. Ну, это уже хлеб менеджера, который должен менеджерить свои живые лиды. Петя, давай, я думаю, что это будет часть номер 1, обсуждение этого дашборда, который мы презентовали. И потом мы запишем часть номер 2 и покажем уже в самой CRM, как те или иные лиды отображаются, и покажем еще вкусности, особенно вкусности, связанные, как бот сам договаривается на конкретное время, как это время можно двигать голосом. Перезвонил, я сегодня не могу, и вы увидите в реальной картине, как происходит изменение в букинге и изменения в подходе. Поэтому я думаю, что этого достаточно, как для первой части. Будут вопросы, пишите. Мы всегда под видео выкладываем мой Telegram, мы выкладываем почту, и даже Петя в последнее время начал выкладывать мой мобильный телефон. Ну или телефон-ассистент, я уж не помню, какой он выкладывает. Поэтому всегда рады помочь, подсказать, посоветовать. Что, Петя, скажешь? Да, отлично. В принципе, мы раскрыли основную часть наших обновлений. А как это выглядит в хронометраж прохождения лида на практике, мы обязательно покажем, когда... В части номер 2. В части номер 2. Все, всем спасибо, хорошего дня. До свидания, всем позитива. Все, пока.